3 дня подряд жители небольшой деревни на окраине заповедника замечали одного и того же тигра у старого деревянного дома. Хищник приходил всегда на рассвете, садился в нескольких метрах от покосившейся калитки и неподвижно смотрел на закрытую дверь. Он не рычал, не бросался на людей и даже не пытался спрятаться в лесу, когда рядом проезжали машины. Просто сидел и ждал. Сначала местные решили, что тигр случайно забрел к деревне в поисках добычи. Но на второй день стало понятно — он возвращается именно к этому дому. На третий день о странном поведении тигра сообщили сотрудникам заповедника. Старший инспектор Алексей Воронцов выехал туда вместе с ветеринаром Мариной Беляевой. Когда они подъехали, тигр уже сидел возле калитки. Огромный, худой, с грязной шерстью и глубокой царапиной на боку, он выглядел измученным. Марина осторожно подняла бинокль и несколько секунд наблюдала за ним. «Он ранен», — тихо сказала она. «Но это не главное. Посмотри на его лапу». Алексей присмотрелся и заметил то, чего раньше не видел. На передней лапе тигра был старый металлический браслет с номером. Такие метки несколько лет назад ставили животным, которых выпускали после реабилитации. Алексей достал базу данных и начал проверять номер. Через несколько минут он замер. Тигра звали Барс. Его нашли еще детенышем 7 лет назад, когда браконьеры убили его мать. Тогда Барса передали в реабилитационный центр, где он провел почти 2 года, а потом выпустили в заповедник. Но страннее всего оказалось другое. В документах было указано, что после выпуска тигр ни разу не приближался к человеческим поселениям. «Значит, он пришел сюда не случайно», — сказал Алексей. Вопрос только зачем. В этот момент Барс поднялся и медленно подошел к калитке. Он положил лапу на нижнюю перекладину и посмотрел на дверь. Затем издал тихий, почти жалобный звук. Марина почувствовала, как по спине пробежали мурашки. «Он кого-то зовет», — прошептала она. Дом давно пустовал. Его хозяин, пожилой лесник Николай Степанович, умер прошлой зимой, и родственники так и не решились приехать за оставшимися вещами. С тех пор дом стоял закрытым. Алексей связался с родственниками и получил разрешение осмотреть участок. Однако стоило спасателям сделать несколько шагов вперед, как Барс резко поднялся и зарычал. Не угрожающе, а словно предупреждая их не подходить. После этого тигр повернулся и скрылся среди деревьев. Спасатели решили не преследовать его. В тот день они осмотрели дом, но ничего необычного не обнаружили. Только старые инструменты, несколько коробок и фотографии на стенах. На одной из них Николай Степанович стоял рядом с совсем молодым тигром. Алексей приблизился к фотографии и долго молчал. На снимке был тот самый Барс. Рядом с ним стоял человек в зеленой куртке, а тигр спокойно смотрел в объектив. «Значит, они были знакомы», — сказала Марина. «Но как дикий тигр спустя столько лет нашел именно этот дом?» Ответ появился неожиданно. В подвале они обнаружили старый блокнот лесника. В нем Николай Степанович много лет записывал наблюдения за животными. На последних страницах было несколько коротких заметок о Барсе. Приходит к ручью вечером. Не боится моего голоса. После метели нашел его следы возле сторожки. А последняя запись была сделана всего за неделю до смерти лесника. Барс снова пришел. Кажется, он понимает, что я ухожу. Марина перечитала эту строчку несколько раз. «Он мог помнить его», — сказала она. Но почему вернулся сейчас? Ответить на этот вопрос они не успели. На следующий день Барс снова появился возле дома. На этот раз он не сел у калитки. Он прошел вдоль забора и остановился возле старого сарая.
Затем несколько раз оглянулся на спасателей и пошел дальше. Алексей заметил, что тигр прихрамывает сильнее, чем раньше. Марина приготовила снотворное, но применить его пока было невозможно. Любая ошибка могла стоить животному жизни. Вдруг барс резко остановился, посмотрел на сарай и начал царапать землю. Спасатели подошли ближе. Под слоем листьев оказался старый металлический люк. Алексей поднял его и почувствовал поток холодного воздуха. Внизу находился небольшой подземный коридор. «Здесь есть помещение», — сказал он. Ветеринар спустилась первой. Через несколько метров коридор закончился старой комнатой, где когда-то хранилось оборудование лесников. Но помещение оказалось не пустым. В углу лежал человек. Это была молодая женщина, которую никто не видел в деревне уже 2 суток. Она оказалась туристкой, приехавшей в заповедник фотографировать редких птиц. Накануне она провалилась в старый технический колодец и сломала ногу. Телефон разбился, выбраться самостоятельно она не могла. Ее голос снаружи никто не слышал. Но почему барс нашел ее? Возможно, тигр услышал запах человека. Возможно, женщина каким-то образом напомнила ему о прежнем хозяине дома. А может быть, дело было в чем-то совсем другом. Когда спасатели вытащили женщину наружу, барс стоял на краю леса и наблюдал за ними. Он не уходил. Марина быстро обработала его рану и заметила еще одну проблему. Металлический браслет на лапе сильно врезался в кожу. Вероятно, именно из-за него тигр начал хромать. Усыпить барса было необходимо. Но как только ветеринар приблизилась, он отступил. Алексей уже хотел отказаться от попытки, когда вспомнил фотографию Николая Степановича. На снимке лесник держал в руках старую красную ткань. Он попросил Марину найти что-нибудь похожее в доме. Через несколько минут она вернулась с выцветшим шерстяным шарфом. Алексей медленно вышел из дома и положил его возле калитки. Барс сразу поднял голову. Он долго смотрел на шарф, затем осторожно подошел и понюхал его. После этого тигр неожиданно лег рядом. Марина поняла, что это их единственный шанс. Она сделала укол. Барс не сопротивлялся. Через несколько минут огромное животное уснуло. Ветеринары сняли металлический браслет, обработали воспаленную рану и сделали рентген. Оказалось, что серьезных повреждений нет. Ему требовались несколько недель лечения и покой. Барса перевезли в центр реабилитации. Первые дни он почти не ел и постоянно лежал, повернув голову к окну. Марина каждый вечер заходила к нему и рассказывала о том, как спасенная туристка уже вернулась домой. Она не знала, понимает ли тигр ее слова, но продолжала говорить. Однажды вечером барс впервые поднялся и подошел к решетке. В зубах он держал небольшой кусок красной ткани, который случайно оказался в вольере вместе с вещами. Марина узнала тот самый шарф. Она улыбнулась и тихо сказала: «Ты все-таки помнишь его, правда?» Через месяц барса выпустили обратно в заповедник. Перед воротами центра он долго стоял неподвижно, будто не решался сделать первый шаг. Потом вышел в лес и исчез среди деревьев. Прошло почти 2 года. Однажды зимой Марина получила сообщение от инспекторов. У старого дома Николая Степановича снова видели тигра. Она приехала туда на следующий день. Следы действительно вели к знакомой калитке. Возле двери лежал свежий снег, а на нем были огромные отпечатки лап. Марина посмотрела на лес и вдруг заметила между деревьями знакомую полосатую фигуру. Барс стоял далеко, но смотрел прямо на нее. Ветеринар не стала подходить. Она просто сняла с шеи красный шарф и подняла его. Тигр несколько секунд не двигался, а потом медленно повернулся и ушел в лес. На снегу остались только следы, ведущие к деревьям.
Марина еще долго стояла у старого дома, понимая одну простую вещь. Барс вернулся не потому, что был голоден или нуждался в помощи. Он вернулся туда, где когда-то впервые понял, что человек может не причинить ему вреда. Он не забыл Николая Степановича, не забыл дом и, возможно, не забыл тех, кто однажды спас ему жизнь. А самое удивительное заключалось в том, что спустя годы дикий тигр сам помог спасти человеческую жизнь. Иногда благодарность не исчезает даже тогда, когда между двумя встречами проходят годы. Иногда память живет там, где ее никто не ждет. И иногда самое опасное животное в лесу оказывается тем, кто лучше всех знает цену спасенной жизни. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.